Я приветствую вас, представители знака зодиака Овен. Таро расклад, поворот событий, Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 марта. Давайте узнаем, что будет меняться, а возможно это будет та реальность, которая изменит вас. Будем добрее, милосерднее к самим себе. Мои дорогие овны, не стоит определенно загонять себя в угол, если то, что мы слышим или видим, но никак не вписывается в наши планы. И это не означает, что мы их не сможем осуществить. Это лишь означает, что нам внести нужно некоторую коррекцию и в задуманное, или адаптироваться к тем переменам, которые происходят вокруг нас или в тех, которых мы проживаем. Мы с вами проживаем в эпоху перемен, и, увы, мы это изменить не можем. Итак, давайте узнаем события ближайшего будущего, события ближайшего времени и дней, что же будет меняться. И у нас по традиции две колоды. Первая – это оракул Ленорман. 4 карты достаем. Как изменится ваша жизнь? Что будет меняться? События ближайшего будущего, ближайшего времени, ближайших дней, по сути дела. Что же представляют эти события? С чем это будет связано? Или какая сфера жизни потребует от вас, может быть, максимального внимания? И у нас сегодня колода ангелов, ангелов-хранителей, поддержка патронажа ангелов, даже так. Поэтому какой совет нам дадут карты? Конечно, останемся реалистами, поскольку любой прогноз или расклад о личной истории не расскажет. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки для себя вы все же услышите. И первая карта – поворот событий. Что изменит вашу жизнь или изменит вас? От чего вы откажетесь? Или что вам придется пересматривать, адаптировать, изменять? Что нужно услышать, принять во внимание, мои дорогие овны? Это как что вам помогает или что вам важно не пропустить. Возможно, это какая-то тема, в которой нужно как раз коррекцию и внести. А мы на первый взгляд нам может показаться какая-то ерунда. Мы можем не принять во внимание. Следующая карта – сфера ваших достижений, денег, работы. У кого-то документы, у кого-то учеба. Сфера личной жизни и любви. И мы достанем еще одну карту совет, которую откроем в самом конце. Итак, давайте будем узнавать, что же за события ближайшего будущего. О, мужчина. Мои дорогие мужчины, но это где-то вы. Император, можно сказать, от начала до конца. И карта император, пусть мы говорим уже немножко о Таро, это второе соответствует ваш знак зодиака карте император. С одной стороны, это, конечно, ответственность, с другой, это еще и власть. И поэтому вам нужно правильно ответственность и власть, и где-то карта об этом тоже говорит, соединить. И, возможно, это дела сердечные, это как раз любовь или ваша личная жизнь, по крайней мере, внести, может быть, или коррективы, или взять ответственность. Вот этот такой тонкий нюанс переложите на свою жизнь. Это может быть для людей семейных какие-то вопросы, которые касаются ваших родственников или родственников вашего партнера, или вообще какие-то события, которые планирует ваша семья. Для тех же, кто один или одна, это вы можете задуматься, а стоит ли мне продолжать одиночество? Или, если есть отношения, как я их буду дальше развивать? Конечно, здесь это может быть и как вопрос работы, вашей занятости. У кого-то совместить, продумать, может быть, график работы с учетом планов семейных или ваших собственных. Ну, наверное, самая разная палитра. Мои дорогие девочки, это важный мужчина в вашей жизни тоже. Он может быть кем угодно. Это либо ваш партнер по браку, или это ваш любимый человек. Это может быть отец, это может быть руководитель, может быть с ним какие-то контакты. Именно в эти 10 дней вам нужно что-то или о чем-либо договориться, быть услышанной или правильно себя позиционировать, отстроить отношения с каким-то человеком. Может быть и так. Поэтому у каждого тут немножко разные задачи. Но, опять же, личная жизнь, я этого не исключаю, может быть в эти 10 дней в центре внимания. Что же еще?
события ближайшего будущего. Но если даже это личная жизнь, карта Лили – это карта искренности, откровенности. И откровенности это не в том плане, что мы о себе все рассказываем, словно открытая книга. Вот совсем ни разу. Тут наоборот. Мы хотим прояснить, как и для нас, какой-то вопрос. Мы очень здраво видим ту реальность, которая в нашей жизни присутствует, и стремимся, к примеру, если мы говорим о партнерстве, значит, эти партнеры должны быть проверенными, надежными людьми. Мы несколько переоцениваем по этой карте свой социум, ну и себя самих в социуме. И это касается абсолютно каждого. Это могут быть вопросы работы, какие-то важные разговоры, которые откровенные. Это могут быть партнеры по бизнесу. Значит, есть та тема, которую вам нужно проговорить и для себя что-то прояснить. По Лилии, по сути дела, проходит истина. Поэтому увидеть эту самую истину и, видимо, с учетом взаимоотношений или конкретных людей, есть какая-то данность, которую вам нужно соединить, совместить, ни разу не замечтаться. И можно это переложить практически на любую сферу жизни. Давайте посмотрим, что нам еще карты расскажут. Но ведь правда, мужчина и женщина, нечего добавить, правда? Личная жизнь. И я единственное могу сказать для вас, мои дорогие мужчины, может быть очень какая-то привлекательная женщина. Пусть это любая сфера жизни. Но вы можете где-то прочувствовать, что женщина, она сама по себе. Она не совсем готова вписываться в ваши планы, кстати. Или это та кошка, которая гуляет сама по себе. Мои дорогие девочки, это вы можете вот подобные энергии прочувствовать, потому что, ну да, может быть и мужчина, и тут не важно, кстати, даже для людей семейных. Пусть это ваш партнер, которого вы знаете десятки лет, но неважно, вот есть то, что сейчас, в эти 10 дней, именно важно для вас. А для вас, мои дорогие мужчины, может быть некоторая метаморфоза, как раз потому, что женщина больше настроена осуществить какое-то свое намерение или свою цель. И тогда вот этот аркан Лилии говорит о том, что договариваться придется. И в разном контексте. Но все же мы тут не можем замечтаться. И с другой стороны, мы не можем насаждать свое мнение. По аркану Лилии мы как раз должны точки взаимодействия какие-то найти, чтобы, с одной стороны, буквально и не поссориться, или не упереться в наше видение и пытаться что-то доказать, или где-то насаждать. Потому что, скорее всего, словно судьбоносные отношения могут быть. Редко достаточно, когда выпадает одновременно две карты, мужчина и женщина, в оракуле Ленорман. Ведь это оракул. И если мужчина у нас более таких добрых, лояльных энергиях, все-таки это у нас черви, да? Если мы переведем на обычные карты, то женщина – это как дама пик, это как королева мечей. Это где-то прообраз Юдифи. Она надеется сама на себя. Она не готова о себе рассказывать слишком много. Она действительно на своей волне, и ей это помогает. Поэтому, мои дорогие мужчины, если вы будете настаивать на чем-то своем, вряд ли вы тут с вашей любимой женщиной или с каким-то ключевым партнером в лице женщины вы сумеете договориться. Поэтому дипломатом быть стоит. Что же еще за важное событие? Может быть, это встреча. И здесь одинаково. Для каждого из вас это, правда, какое-то взаимодействие. Но давайте прямо скажем, договориться вы сможете. Это может быть со стороны мужчин какой-то подарок, знаки внимания. Или, может быть, вас заинтересует какой-то человек. Мои дорогие девочки, здесь, правда, может быть какое-то важное знакомство. Или это ваш недавний знакомый. И это для всех. И вы будете планировать встречу. Все же всадник – это тот, который едет навстречу. Или это новости, информация по части личной жизни и любви. Или для людей семейных. Но есть какие-то детали в вашей семье, которые будут связаны либо с перемещением, ну, как вашей семьи куда-либо, либо еще такой нюанс, когда к вам могут приехать гости, или вы куда-то засобираетесь. Но вообще это продолжение отношений. Вот поэтому каждый из вас с учетом реальности будет как-то либо менять вашу личную жизнь, или строить планы. И с другой стороны,
уделять внимание самой себе. Все же я делаю основной акцент на вас, мои дорогие девочки, женщины, девушки, потому что это к вам может быть больше знаков внимания, либо со стороны вашего партнера. Да, он может быть, кстати, в некотором недоразумении, вы можете для него открыться совершенно другой где-то стороны, поэтому вы тоже не удивляйтесь, что и метаморфозы могут происходить с ним. И это все зависит от того, что меняется его взгляд на вас. Но сам по себе период как раз и обещает добрые эмоции и одновременно возможность договориться. Давайте узнаем, каков же поворот событий, в чем он, что это означает. Любовь, мои дорогие. И здесь как конкретно в этой карте так и прописано. Партнерские отношения. Но и одновременно, когда мы можем что-то передумать, мы можем что-то реорганизовать, обустроить. С другой стороны, это мы понимаем друг друга, мы чувствуем друг друга, ну, где-то даже без слов, потому что это способность партнера, ну, наверное, внимать вашим чаяниям или вашим планам, готовность партнера вас услышать, и поэтому поворот событий. Значит, все же очень логично выпали все 5 карт, как и оракул Ленорман, так и первая карта Таро, которая задает тон всему нашему раскладу, поэтому на 10 дней партнерские отношения в целом для вас, мои дорогие овны, в центре внимания. Безусловно, двойка кубков – это наша предрасположенность договориться, адаптироваться. Ну и, наверное, в наше сложное время, 2025 год, первое, это мы адаптируемся к каким-то внешним событиям, условиям или тому, что есть в реальности, а после этого организовываем свою жизнь по-новому. Поэтому даже если нам эта двойка кубков и у кого-то оракул Ленорман больше перекликается с рабочей ситуацией или с вашими достижениями, значит, есть какой-то партнер, с которым вам нужно провести важные согласования. И отправная точка, опять же, дипломатия. Через договоренности нет для вас ничего невозможного, мои дорогие овны. От чего вы откажетесь? Давайте откроем карту в следующую, или что вам придется учитывать. Я вам скажу от прошлого. Потому что шикарная, кстати, карта туз Земли. И нам показан мальчик. Это мы в начале какого-то нового пути. И поэтому мы готовы учиться. Не случайно. Мальчик очень счастливый, обратите внимание, с книжкой под мышкой. И значит, это мы готовы получать какие-то знания или добывать эти знания буквально. И это у кого-то может быть связано, когда вы изучаете закон, как работает в отношении вас. Для кого-то это новая учеба. Или есть сфера деятельности, которая вас может заинтересовать. И это не есть какое-то просто любопытство, основанное на эмоциях. Потому что здесь проходит процветание. И, безусловно, с другой стороны, возможность сама по себе. И с учетом, что туз – это единица, это всегда начало. Поэтому от чего мы отказываемся? А то, что было до этого, мы уже не оглядываемся назад. Мы как раз свою жизнь обустраиваем в связи с тем, что мы смотрим вперед. И мы готовы учиться. Хотя я допускаю, что какие-то ваши планы вам действительно придется корректировать. И, может быть, у вас было, знаете, как запасной план. План А, план Б, план С. И к этому вас вынуждали предыдущие события. Вот коррекция планов, она будет. И значит, какие-то из планов вы можете отложить на потом или на, ну, как бы отказаться, потому что сейчас они не будут жизнеспособны. Вы будете направлены на реализацию только лишь того, что будет служить вашему прогрессу. А то, что не имеет значения. Вы большие реалисты в эти 10 дней, мои дорогие овны. И несмотря на то, что есть личная жизнь, есть вопросы, которые, возможно, связаны с чувствами, или то, что мы пропускаем через душу, но есть еще реальность, раз, есть возможность, два, и третье, есть ваши ресурсы. И вы видите, как жизнь меняется. Вы ее где-то чувствуете душой и, можно сказать, кожей. Вот это состояние, когда мы слышим, как растет трава. И мы точно себе навредить не хотим. И аркан Лилии, откровенность, быть честным самим собой. Вот вы как раз честными самими собою и будете в эти 10 дней. И вы можете увидеть то, что происходит вокруг вас. Или услышать, мои дорогие,
И это где-то может вас удивлять, потому что туз Земли – это, конечно, возможность с помощью высших сил, но это не исключает того, что мы удивляемся, мы по-другому осознаем, что происходит. И это дает нам определенные ресурсы в том числе. Давайте узнаем, что же нужно услышать или принять во внимание и не пропустить, что вам помогает, мои дорогие овны. Старший аркан. Серьезный аркан юстиция, и это знание законов. А еще в этой карте карма или судьба. И не случайно это 8-й аркан, как лемниската. Если мы перевернем эту восьмерку, это знак мага. Или часто этот знак также сопровождает карту сила. Поэтому да, тут сильная позиция. И, можно сказать, кармические отношения. Кармически это не значит, что мы с кем-то идем под венец. Хотя я это допускаю. Но это значит, что какой-то человек, а у нас еще пока до 13 апреля ретроградная Венера, которая нам может вернуть вот этот период, он может быть связан с тем, что возвращаются люди, персонажи в нашу жизнь. И это может быть связано с друзьями или с какими-то контактами, которые прежде, исчезли. Или люди выпали словно из зоны вашего внимания. Тут они могут о себе напоминать, вы их можете встречать совершенно случайно. Либо мы делаем какие-то выводы в этот период, до середины апреля это точно, и с чем-то определяемся. Но всегда по закону кармы для чего-то мы нужны друг другу. Либо участие человека в вашей жизни, либо вы для чего-то ему нужны. Но в конечном итоге выводы мы будем делать и принимать во внимание. Либо продолжатся наши отношения, но все равно в них есть какой-то смысл, либо мы доведем что-то до ума. Возможно, чуть позже мы поставим в чем-то точку и устремимся вперед. Вот эта судьбоносность, правда, периода вами может ощущаться, потому что вы четко понимаете, чем вы хотите заниматься, а чем нет. Но карта также, если мы спросили, что вам помогает, поступайте, мои дорогие овны, по закону. Почему еще прописана эта карма в этой карте? И у нас ангел с крыльями. В этой колоде не в каждой карте изображены ангелы. Но, тем не менее, в этой именно карте ангел есть, и это всегда причина и следствие, о чем нам говорят. Если вы в предыдущий период сделали все правильно или кому-то помогали, то словно высшие силы пытаются и вам помочь. Пусть это руками других людей, пусть это когда, знаете, для нас плюс что-то складывается очень хорошо, как открываются нужные двери, или мы встречаем нужных людей, или банально мы слышим какую-то нужную фразу в нужное время, ведь так тоже может быть. И для вас, опять же, открывается какая-то перспектива, или буквально вы, пусть это из разряда «Эврика» или «Меня осенило», мы понимаем, как нам нужно действовать, ведь это тоже может быть где-то как судьбоносное событие. Мы в определенную точку времени или в момент понимаем, что мы делали не так и как нам нужно поступать правильно, или в каком направлении двигаться. Но это может быть и еще и какая-то ошибка. Может быть, если мы что-то сделали не очень правильно в прошлом периоде жизни, нам здесь придется это довести до ума тоже. Но в конечном итоге вы должны расставить все точки над «и». Или для себя прояснить, что вы будете продолжать, а что уже не жизнеспособно и что не служит вашему прогрессу. Это вот то, что вам нужно услышать. Это вам одновременно и помогает. Давайте пойдем дальше. Сфера ваших достижений и денег. Что же, какова энергия? Да, выбор все-таки он присутствует. Вы с чем-то определяетесь. Вы уже словно дошли до того пункта, когда с этого момента вы не можете идти в две стороны. Или вы не можете жить так вот и вашим, и нашим. Или какой-то график в вашей жизни буквально, он не может быть продолжен. Вам самим хочется что-то менять. Вам самим, мои дорогие овны, очень позитивная энергия, когда хочется устремиться вперед. Но есть еще какая-то раздвоенность. Может быть, как раз это символ кармы, что мы должны сейчас для себя что-то, максимально прояснить. И отталкиваться не совсем от своих желаний, а еще и учитывая реальность и, может быть, желание или намерение партнера.
И выбор вот этот, его придется делать. Но как будто один меч нам светится. Вот этот волшебный свет говорит о том, что мы выбираем правильное направление. Поэтому у кого-то по сфере достижений и денег некоторая перезагрузка, перерокировка, когда мы должны устранить какую-то путаницу, которая нам буквально мешает в нашей жизни. Или, может быть, это вы кому-то дали обязательства. Вы можете пересматривать в плане работы какие-то обязательства или контракты, какой работой заниматься, или выбирать направление. Кто-то из вас, мои дорогие овны, предпочтет изучать что-то новое. Не случайно у вас вот эта перезагрузка идет такая постепенная. Может быть, вам кажется, время тянется, но тем не менее, видимо, именно столько времени вам нужно для осознания или устранить вот эту путаницу в своей жизни. Потому что если вы от чего-то отказываетесь, а по сути дела ваш жизненный этап прежний уже заканчивается, и поэтому, чтобы в будущем вас не тянуло ничто назад, может быть, и следует расставить, как я сказала, все точки над «и», перепроверить буквально какие-то документы, отчетность какую-то привести в порядок или узнать, как в отношении вас работает закон. Здесь нельзя быть в подвешенном состоянии. Здесь нужно устранить вот этот конфуз, двойственность. Или, если была зависшая ситуация, когда что-то не развивалось, мои дорогие овны, по делам, по достижениям, по деньгам даже, вам тоже нужно внести ясность. Давайте узнаем сферу любви и личной жизни, хотя нам об этом очень много сказали. Правда, десятка, это 10-й старший аркан, и это какой-то результат в эти 10 дней у вас точно будет. Но это еще помимо всего прочего, посмотрите, 10 ангелочков, личная жизнь действительно в центре внимания, и какие-то счастливые события, может быть, именно события ближайших дней, они будут связаны, что вы определяетесь и с личной жизнью тоже. Или вверху у нас возможности, по сути дела, да, и процветание, и возможности по деньгам, и кто-то из вас вот эту нашу реальность, которая буквально выражается в финансовом, может быть, эквиваленте, и то, что мы называем нашим благополучием, благосостоянием, это тоже где-то к деньгам мы можем переложить. Это будет взаимосвязано с вашей личной жизнью. Поэтому будьте реалистами. Но, мои дорогие овны, сама фортуна, прогресс и изменения у вас в эти 10 дней в центре внимания. И высшие силы вам помогают. Не бойтесь идти в будущее. Но прошлое, 2 карты вам говорят, путаница какая-то должна быть вами прояснена, чтобы ничто вас не тянуло назад. Я могу допустить, конечно, у кого-то из вас и любовь идет под разными флагами, и не всегда спрашивают, в какое время нас посетить. И пусть это не у всех, но у кого-то такая может быть метаморфоза, которую мы называем любовный треугольник. Значит, нужно определяться. И это не значит, что мы над собой делаем какое-то усилие. Наоборот, мы чувствуем или слушаем самих себя, свою душу. Есть какая-то возможность. И если прежняя история вас уже не вдохновляет, значит, возможно, нужно по закону некоторые вопросы вам и решить. Особенно если это для людей семейных, есть дети, есть имущество. Но, может быть, прежняя уже история вашей жизни, она, не складывается. Вот это взаимопонимание утеряно окончательно. То тогда некоторые из вас могут задуматься, по крайней мере, о юридической стороне оформления новых отношений и завершении прежних. Пусть это не для всех, но кому-то это важно услышать. И тогда прекрасное время, 10 дней, все расставить по местам. Вы в спокойной обстановке, в какой-то лояльности друг к другу сможете провести вот эти важные разговоры. Так, чтобы друг друга не обидеть, и так, чтобы соблюсти и закон, и, по сути дела, договориться окончательно. Давайте совет. И так у нас выглядит рыцарь мечей, и он всегда означает, что мы организовываем свою жизнь по-новому. Но нам еще предстоит учитывать мелкие детали и тот момент, что вы на пороге собственного прогресса. И все то, что я говорила, карта подтверждает в том плане, что для вас это имеет огромное значение. И знаете, внимание к мелочам. Добрые дела наспех не делаются. И вот этот
период жизни, это где-то лет на 10-20, поэтому будьте внимательны к собственным желаниям, будьте внимательны к собственным возможностям. Этот период 10 дней, по сути дела, для истории это, ну, буквально как одно мгновение. И вам тоже может так показаться. Но, наверное, осознанность каждого дня. Задавать себе вопросы, а что будет дальше? А как я хочу обустроить свое качество жизни? Насколько я готов или готова углубиться в изучение чего-то? Насколько я всерьез готов или готова что-то продолжать? Насколько мне дорог человек, может быть, или какой-то проект? Вы большие реалисты в эти 10 дней, и вам это помогает. Поэтому уделяйте внимание каким-то нюансам, мелочам. Не думайте, что это пустяк. И добрые дела, как наспех не делаются, я сказала, так и что-то важное, оно тоже складывается из каких-то деталей и мелочей. И, скорее всего, если мы проводим баланс, или мы устраняем эту путаницу, или узнаем, как в отношении нас меняется закон, это значит, мы себе для будущего не создаем каких-то новых проблем. Вот эта самая осознанность, она вам помогает, но и одновременно высшие силы вам помогают провести некоторую трансформацию, столь необходимую в вашей жизни, потому что для вас жизнь будет играть как новыми красками, новое качество жизни, возможности и буквально ресурсы. Перекладывайте на себя очень знаменательный, действительно, поворот событий. Здесь, как и внешне, что-то может меняться, но это и вы, мои дорогие овны, это вам уже, может быть, надоело вот эта путаница или постоянный какой-то конфуз, когда, ну, из нуля в рогожечку, может быть, и финансовые какие-то затруднения вам тоже надоели, и значит, это побудительный мотив к тому, чтобы внести некоторые счастливые перемены в свою жизнь или впустить их просто-напросто и быть счастливым. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.